Все, по-моему, готово. Ох, как красиво. Вы на мой вид фасон посмотрите, друзья. Как я вам? Буква А. Это канал «Аппетитный» по российскому телевидению. Там, где меня показывают, там, где мой канал «Каспийский берег» показывают периодически. Вот они вот такой подарочек прислали. Смотрите, какой оригинальный, классный. Огромная буква А. И здесь надпись «Аппетитный». Не то ли канал, не то ли хозяин. В общем, все аппетитное. Вот такая вот майка. Спасибо большое каналу «Аппетитный». И огромный-огромный привет с Каспийского берега. Друзья, сегодня готовим крайне-крайне необычное блюдо. Значит, мы сегодня готовим и рыбу. Рецепт, я повторюсь, будет очень необычный. И готовим картошку. И опять рецепт очень необычный. Вот, казалось бы, что можно еще сделать из картошки? Но оказывается, можно. Вот посмотрите. Мне очень понравилось. Я никогда не готовил это. Но вместе с вами мы сегодня попробуем приготовить. Очень так эффектно смотрится. И я думаю, что вкус такой же, как и эффект. Значит, рыба наша, селедка, залом, будет приготовлена сегодня по-шотландски. Киперс, наверное, вы слышали такое название. Это такое очень известное, популярное шотландское блюдо. Киперс называется. Это селедка, по сути, она вяленая, но потом ее готовят по-разному. Вот один из этих методов мы сегодня будем использовать. И картошка, друзья, у нас сегодня будет приготовлена по-канарски. Это вообще что-то экзотическое. Очень классный рецепт. Не знаю, по крайней мере, на вид был обалденный. Вместе приготовим. Распробуем, и я поделюсь с вами своими впечатлениями, насколько все это было вкусно. Ну, рецепты, оба рецепта, и картошки, и рыбы, ну, очень необычные. Все, идемте на улицу, друзья. Основное здесь картошка. Время занимает картошка. Рыба жарится очень быстро. Друзья, вот такая у меня сковорода. Очень известная, многим из вас она нравится. Всыпаем сюда соль. Крупную, мелкую, неважно. Главное побольше. Ну как вам? Уже интригующе, да, по-моему? Друзья, но мы ее не будем жарить в соли. С первого взгляда может показаться, что мы ее как будто будем запекать или жарить в соли. Нет. Мы заливаем все это дело водой. Накрываем крышкой. И для начала ждем, пока вода закипит. Все, вода кипит, друзья. Теперь крышку открываем. И ждем, чтобы вода полностью выкипела. Полностью, чтобы картошка уже стала готовой. Пока вода там выкипает, картошка наша готовится. Мы должны подготовить для этой необыкновенной картошки необыкновенный соус. Значит, берем тархун. Кто любит тархун, друзья? Тархун любят все. Самая дорогая зелень, кстати. Нарезаем его. Кинза. Немножко укропа.
И чеснок. И заливаем оливковым маслом. Как вам, друзья? По-моему, будет очень вкусно. Друзья, вся вода выкипела. Посмотрите, что с ней происходит. Она уже стоит в соли и подсушивается. Видите, румяная стала. Чуть-чуть она подсушивается. Вот, смотрите, какое состояние. Сейчас мы что делаем, друзья? Следующий этап. Вот так накрываю крышкой. И вот так чуть-чуть. Смотрите. А сейчас как выглядит? Готовим мангал для рыбы. Сейчас рыба будет. Друзья, картошку возвращаем в сковороду. Я ее временно отсюда убрал, чтобы помыть сковороду, очистить от соли. Там такая корка была мощная. Картошку возвращаем сюда. Посмотрите, какая она уже аппетитная. Вот реально, да? Состояние обалденное. Она уже полностью готова на 99%. Друзья, теперь вливаю остаток растительного масла. Много нам его уже не нужно. Вот так. А теперь вот этот наш зеленый соус чесночный. И аккуратненько, друзья, потому что картошка, она уже нежная, она уже готова. Вот так перемешиваем. Все, угли уже хорошие. Сейчас еще 2 минуты сеточка нагреется. И будем нашу рыбку шашлычить. Есть такое слово? Будем делать из нее шашлык. Друзья, это уникальный шашлык. Вот я из-за чего говорю, блюдо просто фантастическое. Это же рыбка, если вы помните, она же вяленая. Это не сырая, не же, это вяленая рыба. Вот из вяленой рыбы мы сделаем сегодня шашлык из рыбы. По-шотландски. Посмотрим, что это такое. Значит, берем нашу рыбку. Друзья, и помним, что это продукт нежный. Поэтому мы ее что делаем? Слегка смазываем маслом. Растительным маслом, таким нейтральным. И первая вот у нас пошла сюда. Делаем все быстро, потому что рыба горит моментально. Так, чуть-чуть масла. Вторую вот куда-то сюда пристроим. Так. И вот так.
Вот так их мерседесом как-то расположим. Ну и это еще не все. Значит, вот здесь у меня маленькая чугунная сковорода. Я ее уже нагрел на углях. Отрезаю грамм 100 масла. Сливочное масло. Значит, к маслу отправляем чесночок. Мелко-мелко порубленный. Так. И, друзья, здесь у меня паприка перемешана с красным острым перцем. Запах стоит, друзья, как очень селедочный запах, ну очень селедочный. Рыбка здесь закипает, я уже. Ауф. Так, перевернем. И вот так. И вот так. Друзья, обратите внимание, масло как защищает. Уже давно были бы пузыри, если бы не масло. Держится. Отлично. Так, еще раз переверну. Ой, какой цвет стал, посмотрите. Это что такое? Что происходит вообще? Так. Все, по-моему, готово. Ох, как красиво. Еще, ладно, еще минуту подержу вот так с этой стороны, посмотрите. Не, все уже горит, Все, супер. Минуту вот со стороны мяса, минуту. И все, снимаю. Друзья, теперь берем вот этот вот наш соус, да, его, не знаю, правильно назвать соусом, наверное. И прям перед подачей вот так вот мы его смазываем. То есть это не стоило делать на огне, потому что это все у нас сгорело. Чеснок, сливочное масло. А вот так, пока она горячая, перед подачей. Но цвет, смотрите, красный аж какая-то. Интересно. Так. Чесночок, чесночка побольше. Вот так. Чесночок. Смотрите, друзья, чесночок. Цвет реальный какой-то невероятно красный. Последний. Чесночок. Вот вам картошка по-канарски. Вот вам селедка по-шотландски. Ну что же вы еще хотите, друзья? По-моему, здесь все. Полная программа. Ну, естественно, начнем с рыбки, да, друзья?
Посмотрим, что это такое. Вот, честное слово, первый раз такое чудо пробую. Сейчас мы его так располовиним. Чудо рыба-кит. Да, сейчас посмотрим, что это у нас такое. Ну, здесь, по-моему, уже руками надо. Друзья, крайне необычно. Она одновременно как бы, ну, в принципе, так оно и есть. Она и вяленая, ты понимаешь, да, что она подсушенная. Ну и как бы и жареная, да. Она получилась чуть пересушенная, потому что она и так вяленая, то есть у нее влаги уже немного было в плоти. Еще она подсушилась на огне. Ну, это, знаете, интересный вкус. Сейчас попробуем картошку. Картошка выше всяких похвал. Какой интересный вкус. Друзья, фантастика. Она мягкая, нежная. Она пропеченная. Она, я не знаю, тархун вот так чувствуется, вот конкретно. Но чуть-чуть пересолена. Она все-таки в этой соляной корочке была. Надо обязательно чем-то запить. Под столь необычный рецепт. И пиво я решил взять, друзья, не стандартное светлое, а такое темное. Мне кажется, вот оно с таким вот рецептом рыбы особенно. Друзья, ваше здоровье. За вот такие интересные, международные, объединяющие всех рецепты. Ой, пиво какое вкусное. К сожалению, не могу назвать марку. Законами YouTube это запрещено, но очень вкусно. Сейчас я разделю вторую половину. Вот смотрите, как она легко сейчас поделилась. На спинку и на тёшу. То есть на это, да, на животик. Друзья. Надо было, оказывается, подождать, чтобы она остыла чуть-чуть. Слишком горячая, как-то, знаете, вкус непонятен был. Отлично, отлично. Кстати, у нас в азербайджанской кухне есть один вкус. Я вот сейчас все думаю, где же этот вкус до этого испытывал, как говорится. Есть одно блюдо. У нас плов делают с рыбой соленой. Чаще всего это бывает соленый копченый лещ. Так его на пару держит. На пару держит перед тем, как добавить уже к рису. Очень напоминает этот вкус. Очень. Наш принцип тот же. Вяленая, соленая, копченая рыба, неважно, да, но она уже, то есть вяленая. И ее
подвергают термической обработке. Вот как сейчас в данный момент я сделал. Просто там делают не на углях, а на пару. Ну, разницы нету. Интересно. Очень напомнило. Друзья, ну картошка сегодня вот превзошла все мои ожидания. Казалось бы, как трудно что-то новое сделать из картошки. Вот действительно. Все мы блюда знаем фактически. А вот это вот небольшое такое добавление, в частности тархуна, потом способ приготовления. Мы ее как бы сварили в соленой воде, потом подсушили, она как бы пропеклась, а потом еще поджарилась вот с этой зеленью и с маслом. Получилось очень вкусно, вот неожиданно вкусно. Тархун вообще интересное дал сочетание. Вот молодцы испанцы, да, если это рецепт по-канарски, то есть Канарские острова Испании принадлежат. Это или испанские, или эти туземцы Канарских островов придумали. Ну, классно, супер. Друзья, так что оба рецепта я одобряю. Скажу честно, картошка вообще на 5 с плюсом. На 5 с плюсом. Рыба 4 с плюсом. 4 с плюсом. Тоже хороший рецепт, но с ним надо быть аккуратнее. Я скажу почему. Потому что рыба, она же соленая сама по себе. То есть она уже вяленая. А когда мы ее начинаем еще на углях подсушивать, она еще в объеме мешается. Она становится еще солоней. Ну, в общем, вкусно. В общем, вкусно. Мне понравилось. Будьте здоровы, друзья. Спасибо, что смотрели меня сегодня. До новых встреч, друзья, на канале Каспийский берег. Аппетитный мы с тобой.